кто лезет на Гран-Журал град? Северная стена. Фу. Я только что залез в самый страшный пич в своей жизни. Выходим на Гран-Жарас. Эти счастливые утренние лица. А что, мы проснулись сами. Ну, я говорю счастливый, аж без сарказма. Мариус вообще сияет просто вот. Я между очками и глазами разницы не вижу, блестят. Сейчас идем на поезд, едем на ледник Мердеглас и оттуда часов 5 подход. Доехали на поезде до станции Монтенверс. Сейчас идем на посадку на канатку, которая спустит нас на ледник. И пойдем на наш маршрут, под наш маршрут. Так, едем в канаточке. Вот, кстати, на этом уровне где-то стоит табличка, что ледник в 1800 году был на этом уровне. А нам еще 200 метров спускаться вниз. Такие дела. Небольшой привальчик. И, наверное, половина подхода уже пройдена. Сейчас находимся чуть выше слияния ледников. Где-то там за поворотом Птидрю. Где-то вон там за поворотом Гран-Жарас. Это Петит-Жарас, маленький Жарас. Подойдем и посмотрим, может быть, даже полезем куда-нибудь сегодня. Мы все еще продолжаем идти. Идет прям очень классно сегодня. Ровный подход по леднику. Чуть-чуть иногда по моренам надо поскакать. Но в целом все довольно приятно. Я рассчитывал, что будет хуже. Наверняка начнем лезть. Ну, посмотрим на кондиции сначала, в первую очередь. И там будет видно. Очередной привал у нас. И до стены осталось совсем чуть-чуть. Вот она. Довольно влажненько выглядит, но при этом как будто бы снега не прям очень много. Что в целом хорошо. Мы находимся под маршрутом. Вот он наш контрфорс. Сейчас мы тут по скалкам перелезем. И туда нам налево надо будет, и слева лезть. Такая стена. Вот ребята одеваются. Знаешь, 8. 8,5 лучше, Мариус. Лучше по 8,5. А можно 7,43?
здесь периодически стреляет сверху кусочками льда. Поэтому постараемся проскочить здесь побыстрее. Давай чуть свободнее выдавай. Да, я знаю, поэтому ты выдаешь и, как бы, знаешь, волну даешь. Мариус героически выжумаривает угол ребуфата, он же типа ключ маршрута. Он же у нас был второй веревкой, а так какая-то четвертая или пятая. А ты вытащил точку? Да. Красавчик. Ребята, кто лезет на Гран-Жорал в град? Северная стена. Ну ничего. Он еще это, большой. Во. Класс. Я лезу. Сейчас идет гроза. А еще чуть-чуть не выломал. И все гудит. Ну, в плане порода. Я думаю, сейчас быстро закончится. Там уже светло. Половина. Понял. Вылез веревку какой-то развалить сейчас. У нас тут только что была гроза. Но, кажется, потихоньку отпускает. В прогнозе что-то такое было, но как будто бы оно не должно быть до вечера. Сейчас посмотрим, что как оно вообще будет. Надеюсь, оно скоро закончится и нас подсветит солнышко. Хочется солнышко, а то все мокрое. Вот видите, все мокрое, мокрое, мокрое. Туманно.
Вон там, видимо, бивак. А? Говорю, вон там внизу, видимо, бивак. Ну, что-то, мне кажется, нас не будет. Где? Вот здесь? Ага. Да не, нахуй. Дальше есть. Продолжаем это удовольствие. Ведь угол-то, наверное, сухой. Зато здесь сухо. Вон Григорий лезет, дигидрал. Мокро все. Северная стена Гран-Жураса. Я сейчас пролез часть 75-метрового угла. Как пролез? Такое и то с небольшими подшагами. Все мокрое, текут ручьи. Еще метров 20 по углу. И потом станет попроще. В целом тепло, но мокро, что-то вообще до нитки промокнут. Сейчас будет видно, нет? Сейчас буду выжимать пуховку. Там Умар жумарит. Чуть ниже Мариус еще со станции что-то возится. Мариус жумарит. У нас такие над Шамани облачко такое темное. Я тебе часть точек Нам даже сейчас снял. туда. Вот такие у нас приключения. Опять зарядила гроза. Все мокрое к черту. А полка под ночевку, по идее, вон там. Но сначала надо залезть туда, на вот тот чемодан. Отсюда сдюльферять. И потом оказаться там. Посмотрим, как это все будет. По идее, при желании мы можем и здесь пересидеть. Место тоже довольно вменяемое. Но, блин, что-нибудь может лететь. Посмотрим. Пересидеть, конечно, здесь можно. Довольно вменяемо причем. Но пока непонятно, что вообще тут как будет. Если, конечно, осадки закончатся, можно и здесь пересидеть. Такие у нас тут дела вечерние. Да, просто горе хапнули. Конкретно. Тут сейчас гроза только что прошла, мы уже надолбили нам полочку. Полусидящая такая ночевочка будет. Будет куда облокачиваться. Зато дофига что Хорошо. пролезли. Ну да, пролезли очень большую часть маршрута. Больше 1/3. Мокро, холодно. Ночь будет веселой. Очень красивый, блин. Я сколько таких закатов видел. Но если камень прилетит, Вот наша, ну, слева, ночевочка. с правой стороны. Мариус по башке. У него кровь Будем пойдет, и надо ночевать. будет вертолет вызывать. Во всем есть свои плюсы, да? Да. Ладно. Я наберу. У всех тогда. минутка инстаграма. Ну здесь что, нету? Давай. Вон там дали Агию Демиди. Вон там Тидрю. Вон там Агию Верде. Вон там Ледруат. Да, вот тут мы.
что такое? Тут даже удалось немножко поспать. Это значит, будет на каких силах лезть. Снова изобретение. Петля удочка. Ложимся играться, уже солнышко светит. Потеплее стало. Сейчас полезем вверх. Сейчас куда повыше туда. Если обнимаются... То рюкзак бы был у тебя тяжелее. Почему? Ну, потому что у нас было бы вещей больше на двоих. А, нет, я имею в виду снизу. Пролез стрёмный траверс. Мокренько. Пришлось скальники надеть. Станция из местного говна усилил своим. Сейчас дельфирок туда на 15 метров вниз. И дальше вон туда вверх. Вон там, где Тамар скальники одевает. Погода хорошая, довольно тепло. Так, Мариус, выбирай веревку за омаром, бери его конец
Там прибежи куда-нибудь к нему и перебирай веревки с концов ваших. Сейчас я еще сильно разъезжусь. Пролез, кажется, последний из питчей так называемой серой лежачки. Хотя там потом будет еще одна. Ну а сейчас вроде должны быть питчи попроще, потом одна шестерочка и потом 200 метров каких-то четверок, пятерок по ребру, снежное поле и последний ключ, и после него еще несколько веревок. Ну, посмотрим, я думаю, сегодня есть шанс в целом на вершину замострячиться. Такое, конечно, лазание развальня, прохладненько. Но в целом, на самом деле, видно, где идет маршрут. То есть, как бы развальня, но где идет маршрут, там развальня не разваливается. И в целом есть какие-то довольно логично выбитые зацепки, вычищенные. Приятная веревочка, да? Да. Это нормально. Все понятно. Вроде еще 3-4 таких приятных сейчас обещают. Окей. А потом что? Потом акцента на приятности не было. Но потом, в общем, будет пич микстов, пара еще одних ключевых питчей. Ага. И потом уже долаз доверху. Наконец-то приятное лазание, да? Да. Сколько же мы этого ждали?
Теперь приятно. Ну просто рюкзаки. Да. Умар, пострахуешь эту веревку? Можешь? Я воду достану просто. Попьем. Потом я попью. Долезть уже. Всем привет. Очень холодно, Мы здесь морозим. очень ветрено, солнце обратно выключили. Ах. Фу. Я только что залез в самый страшный питч в своей жизни. Камин по развальне, просто ни единого монолитного камня. Но вот в конце здесь уже появилась возможность ставить что-то загудящее на шлепке, а там все просто гудит, разваливается. Ничего не держит. Вообще хрен знает до сих пор, как я там выкорчился. На ИТО тоже не вариант, приходится лезть. Вообще жопа какая-то. Вот у нас здесь уже сейчас поворот вот сюда направо. И там должно стать сильно проще.
А вот как я с руками себе сделал. Хи-хи. Фух. Думаю, в темниках будем вылезать на вершину, там закапываться в какую-нибудь глубокую-глубокую нору и спать. Блин, тяжелое, конечно, восхождение. Интересно, как здесь в кондициях, когда уже через пару-тройку недель, если этот камин будет сухой, если он еще сухой бывает. Честно говоря, не представляю, станет ли это проще или сложнее. Не знаю, что вообще с этим может происходить. Просто вот живая труха. Вот, ну посмотрите. Просто рыжее такое. Вот такое оно в основном. Страшно. Фу, вылезли на крышу. Ребята подлезают. По идее, дальше все проще. Тьфу-тьфу. Сейчас чуть-чуть погрело солнышком, но кажется, это последний раз. Вон там уже карнизы. Нам сюда наверх. Сейчас посмотрим. На самом деле, если сейчас где-нибудь здесь приглянется какая-нибудь полка, мы здесь и переночуем. Здесь будет меньше ветра, чем на вершине. И теплее, в принципе. Ну и, в принципе, раньше спать лечь можно будет. Потому что на вершине будет прям холодно, а холодно не хочется. Вот так вот. Фотка. Снимаю. Alpine Так, а ну-ка давай сейчас ты одной рукой будешь поджигать. Вечером, когда засыпал, видел эти из космика вереницы фонариков на Монблан выходили. Так, до вершины мы вчера не долезли. Заночевали тут на полочках. Вон там Омар лежит чуть повыше. И вон там вершина, типа 3 веревки, наверное, останется. Это вершина Пойнта Волкер. У Гранжераса несколько вершин. Та Пойнта Волкер, та Пойнта Вимпер. Вон там Пойнта Кросс. И, по-моему, есть еще, но я не знаю, как называются. Там вдали видно Кюдюмити, вот тут видно Мариуса. Холодная ночь. У меня вообще каремата нету. Зато сухо довольно. И удобно, лежать можно. Сейчас поедим, будем собираться и выходить.
полазать. Пролез веревку простых микстов. Тут ребята подлезают. Сейчас еще пол веревки простого микста и будет последний сложный участок. Камин, который как 5А идет. Ну, скорее всего, опять какая-то развальня и шифер. Посмотрим. А там уже вершина. Мариус долазает. Мариус, тебя снимает видео, давай, дерзко. Дерзко вытер сопли. Он вершина в 2 веревках где-то. Да. Больше живого говна, богу живого говна. Когда-нибудь ты спросишь меня, что я люблю больше, тебя или лазать по развальне, но я не отвечу, потому что меня за день до этого перехерачит каким-нибудь живьем. Второй. А, с вершиной? Но нет, надо еще пройтись немножко. «22 июня, 9 утра. Мы находимся на вершине Гран-Жараса. Зашли сюда по маршруту Кассина через вершину Волкер. Погода шикарная. Виды обалденные. Там Маттерхорн где-то. Вон там Маттерхорн. Фу. Да. 2 дня и получается 3 часа на подъем. И сейчас еще будем спускаться. Перепакуемся, перекусим и пойдем вниз. Первый день было мокро, холодно. Второй день было ветрено и холодно. Все, зашибись, классная стена.
прикольная, много всяких зигзагов. Не зря она одна из сложнейших в Альпах. Зашибись. Интересный маршрут, очень много всего. Мы хорошая команда, несмотря на то, что Ты рацию потерял? потеряли рацию. Первый день был душ хороший на 75 Dihedral, но мы это сделали, несмотря все эти проблемы. Счастье. Омар профессионально спасается из дыры. Уже научен опытом Тидрюх. Знает, что делать. Хорошо, не две ноги. Вот такие у нас тут спуски. Гуляем под сираками. Можно было за 15 минут пройти, час промудохались. Выбрал неправильную линию и пришли в итоге сверху этого сирака. А страховаться не за что, снег рыхлый, глубокий вон. Видно, что 1,5 метра где-то. Только что пришли вон оттуда сверху, вернулись обратно и пришли отсюда. Фух. Спустились с ледника. Почти на зеленку, но еще не на зеленку. Опа. Подустали, подпромокли, все сырое. Сейчас подсоберемся немножко и пойдем вниз до хижины. И там, наверное, еще подотдохнем нормально. И уже в город. Вот мы и спустились до цивилизации. Спуск — самая неприятная часть маршрута. Восхождение можно считать успешно законченным. Все, как вам? Спуск такой. Отлично. Вон, оттуда спускать. Я уже второй раз повторяю вот этот спуск. Мне так нравится он, что второй раз уже спускаюсь на это. Еще раз, что ты? Иди. Давай завтра повторим. Вообще смело. Наше такси приехало. До Шамани по-братски докинешь?